Дорогие друзья, мы продолжаем изучение первой книги Царств. Итак, мы переходим к 15 главе, в которой описывается окончательное отвержение Саула от царствования в Израиле. Глава начинается повелением пророка Самуила, которое он дает Саулу, повеление от Господа, идти войною на амаликитян. Амаликитяне — это кочевое племя, жившее на севере Синайского полуострова, на границе с Палестиной. Идти войною против амаликитян с целью их полного уничтожения, полного истребления. Для нас вот эти слова пророка Самуила выглядят, конечно, очень странными и даже жестокими. И это понятно, потому что мы с вами мыслим уже категориями христианства, категориями Евангелия. Все-таки персонажи Ветхого Завета жили в иную эпоху, доевангельскую, дохристианскую эпоху. И правила священной войны были не чужды и израильтянам. Эти правила существовали среди множества ближневосточных народов. Согласно обычаю священной войны, вся добыча, все трофеи принадлежали Богу. И люди к ним не имели права прикасаться. Это одно и то же, что украсть у Бога, если ты возьмешь что-то из добычи, которая уже принадлежит Богу, потому что война Бога — это священная война. Таким образом, Самуил налагает заклятие на всех амаликитян, на весь их скот, на все их имущество. Здесь используется ключевой термин «херем» — заклятие, который, в частности, упоминается, вот этот обычай заклятия упоминается в книге Иисуса Навина, например. Да? Мы уже об этом говорили с вами. Итак, амаликитяне обрекаются на полное истребление. И это должен был сделать Саул и его войско. Какова причина? Почему амаликитян необходимо уничтожить? Дело в том, что это было связано с воспоминанием о путешествии израильтян из Египта в обетованную землю. И путь израильтянам преградили амаликитяне. Они с ними вступили в сражение. Это описывается в Пятикнижии. И в частности, в 17 главе книги «Исход» об этом сказано. Сказано, что амаликитяне должны быть уничтожены за такое противодействие израильтянам. Но во Второзаконии 25, в 25 главе, это выглядит уже в качестве заповеди. Что здесь сказано? Здесь говорится: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». То есть здесь приводится дополнительные сведения о совершенно непристойных действиях амаликитян. Мало того, что они с ними сразились, так они еще и потом убивали отстававших от израильского стана израильтян, вероятно, стариков, женщин, слабых, обессиленных путешествием. И так дается заповедь израильтянам: «Когда Господь Бог твой упокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, изгладь память Амалика из Поднебесной и не забудь». И вот это здесь вспоминается, эта заповедь, и Саул должен ее исполнить. Итак, Саул собирает войско, и прежде чем напасть на амаликитян, он предупреждает Кинеян,
киньян, племя, тоже кочевое племя, которое было, очевидно, в союзе с израильтянами. Он их предупреждает, чтобы они отделились от амаликитян, то есть ушли куда-то в другое место, скажем так, вот, от предполагавшегося места сражения. Киньяне, по-видимому, были не просто в союзе с израильтянами, их, вероятно, могла даже объединять какая-то родственная связь. Потому что тесть пророка Моисея называется киньянином в одном месте. То есть он сначала называется мадианитянином, мадианским священником, а потом говорится, что он представитель племени киньян. Дальше описывается, как Саул напал на амаликитян, разорил их, уничтожил народ, но пощадил амаликитского царя Агага. А воины, ну и Саул тоже был, очевидно, не против этого, пощадили лучшее из скота, то есть наиболее жирных, тучных ягнят, откормленных волов, все, что им показалось наиболее, скажем так, пригодным для того, чтобы забрать это себе, они оставили, они не стали истреблять. Истребили только самое никчемное и ненужное. Так вот, когда Самуил об этом узнал, а узнал он об этом от самого Господа, Господь ему говорит: «Жалею я, что поставил Саула царем, ибо отвратился он от меня и не исполнил моего слова». Более того, когда Самуил пошел к Саулу, то ему сообщили, что Саул поставил себе памятник. Памятник, очевидно, это была стелла, на которой он приказал, вероятно, даже высечь текст, в который приписывал победу самому себе. Памятник он этот себе поставил, победную стеллу поставил в иудейском городе Кармил, когда шел с сражения в Галгал. Итак, придя в Галгал, он встречается с Самуилом. Как ни в чем не бывало, Саул говорит Самуилу о том, что он исполнил повеление Господа. «Я исполнил слово Господа», — говорит Саул. Это очень странно. И еще более странно было бы подозревать Саула вот в такой наивности, в том, что он полагал, что он действительно исполнил слово Господа. Но ведь слово Самуила было недвусмысленным. Нужно было уничтожить абсолютно все, потому что это уже принадлежало Господу. Саул же оправдывает то, что они пощадили скот, тем, что они хотели его принести в жертву Господу. Самуил не принимает этого оправдания. Он упрекает Саула, говоря: «Я слышу блеяние овец в ушах моих, мычание волов, которые я слышу». Это все выявляет лживость Саула. Конечно же, даже если они хотели принести это в жертву, то они бы могли это сделать, истребив скот. И таким образом они и принесли бы в жертву его, но они сохранили его, сказано, для себя. И Саул не препятствовал народу оставлять лучший скот. Зачем же он сохранил Агага? Зачем он сохранил жизнь амаликитскому царю? Вполне вероятно, для того, чтобы увеличить свой триумф, свою победу. Ведь в отличие от Саула, Агаг был потомственным царем. Он как бы в глазах Саула мог выглядеть настоящим царем, подлинным. Тогда как он сам Саул, не был потомственным царем. Он был взят, что называется, от Сахи. И, конечно же, упоминание о победной стелле, о памятнике тоже наводит на мысль о том, что Саул пытался таким образом подчеркнуть и всячески увеличить
увеличить картину как бы своей победы, которую он приписывал себе, вместо того, чтобы воздать славу Богу. И когда Самуил настаивал на том, что Саул не исполнил слово Господа, а Саул не собирался каяться в этом, то Самуилу пришлось произнести слова, которые являются окончательным осуждением Саула как царя, отвержением его от царской власти в Израиле. И эти слова важны для всех поколений, не только для современников самого Саула, они важны и для нас с вами. Зачитаем эти важные слова. Это 22-23 стихи. «И отвечал Самуил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. Противление воле Господа тоже, что идолопоклонство». То есть непослушание Слову Господа приравнивается к смертным грехам, то есть к идолопоклонству и к колдовству, за которое полагалась в Ветхом Завете смертная казнь. «И за то, что ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Таким образом, если в 13 главе Саул лишается возможности основать царскую династию, то в 15 главе он сам уже лишается царского достоинства. И примечательно то, что последние слова Саула: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое». То есть он в конце концов признал свою вину, вынуждаемый осуждением пророка Самуила, но было уже поздно. Какую же причину он для этого находит? «Я боялся народа и послушал голоса их». То есть мы видим здесь, опять же, священный писатель подчеркивает очень значимый как бы смысл этих слов. Так же точно, как Саул некогда стал по требованию, то есть по слову народа царем, теперь, послушав слово народа, он лишается царского достоинства, он перестает быть царем. Хотя на протяжении последующих глав он фигурирует как царь, он продолжает быть царем, он управляет Израилем, но по сути, по существу вопроса, он здесь, в 15 главе, не просто лишается царского достоинства, он как бы здесь даже умирает как царь. Почему? Из чего можно сделать такое заключение? Из того, что после казни амаликитского царя Агага Самуил ушел в свой город Раму, а Саул пошел в дом свой в Гиву. И больше они уже не встречались. Больше Самуил с Саулом до дня смерти не виделся. И в синодальном тексте сказано: «Печалился Самуил о Сауле, потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем». То есть Самуил все-таки любил Саула как своего, можно сказать, первенца, да, поскольку он первым его помазал на царство в Израиле. И он не просто печалился здесь неверный перевод. В оригинале стоит глагол древнееврейский, который можно перевести как «оплакивал». Оплакивал Саула. И этот плач, подчеркивается, был связан с плачем по умершему. То есть Самуил как бы оплакивал Саула даже как уже умершего человека. В 16 главе начинается уже, скажем так, новая история, о которой мы будем говорить в дальнейших лекциях. История царя Давида, возвышение Давида и приход его к власти. А теперь вопрос.